в свете последних событий и зная, что Чингук готов на все ради Тэхёна и первым проявляет подозрительное поведение, когда скучает по нему, мы видим, что он действительно никогда не переставал выражать свои чувства. То, как Чингук часто зовет Тэхёна по имени и уделяет больше внимания своему телефону, когда Тэхёна нет рядом, показывает, как сильно он по нему скучает. Из-за этого есть много моментов, которые наконец-то заставляют людей понять, как Чингук ведет себя, когда его нет рядом с Тэхёном. Например, в Bon Voyage Чингук очень отвлекается на телефон, который ему дал персонал с местной мальтийской SM-картой. Во время завтрака Хобби зовет официанта, чтобы заказать еду, а затем говорит, что вид очень красивый. Чингук также предлагает им сфотографироваться. Все участники достают свои телефоны, но когда Хобби встает, чтобы сделать снимок, и остальные начинают готовиться позировать, Чингук все еще занят своим телефоном. Даже Хобби пришлось привлечь его внимание, чтобы сделать снимок, хотя идея сфотографировать Чингука принадлежала ему самому. Вскоре официант принес меню. Пока остальные участники были сосредоточены на выборе еды, Чингук довольно долго оставался единственным, кто отвлекался на свой телефон. Даже когда остальные обсуждали меню, Чингук, казалось, все еще отвлекался от съемок. Хотя он, вероятно, не разговаривал с Тэхёном, поскольку телефон использовал местную мальтийскую сим-карту, его поведение все равно показывало, что его мысли были заняты чем-то другим. Поэтому, когда Намджун взял на себя роль лидера и решил пойти заказать еду, поскольку никто другой не хотел, Хобби призвал всех поаплодировать Намджуну, так как он был единственным, кто говорил по-английски. Однако Чингук все еще был так сосредоточен на своем телефоне, что Хасок позвал его обратно, наполовину в шутку, наполовину раздраженно, чтобы тот присоединился к аплодисментам. Это дало понять, что Чингук физически был с ними, но его мысли, казалось, были где-то в другом месте. Тэхён в тот момент не поехал с ними из-за личных обстоятельств и присоединился бы к ним только через день-два на Мальте. Несколько дней спустя, до приезда Тэхёна, участники группы обедали после занятий по дайвингу. Они даже обсуждали, как заказать еду для Тэхёна, который скоро должен был приехать. Когда Намджун позвал официанта, чтобы заказать еду, а Хасок упомянул, что Юнги должен уйти по личным делам после приезда Тэхёна, Чингук вдруг сказал, что этот момент будет самым важным. Когда Тэхён наконец приехал, Чингук выглядел гораздо более воодушевленным, чем обычно. Тэхён появился в толпе с широкой улыбкой, и участники группы тут же встретили его теплыми объятиями. Чингук не переставал смотреть на него и громко приветствовал его, хотя Тэхён его плохо слышал. В течение следующих нескольких минут Чингук, казалось, отчаянно пытался привлечь внимание Тэхёна. Его взгляд не отрывался от движений Тэхёна, пока тот, наконец, не сел рядом с ними. Когда Тэхён спросил, что они делали раньше, Чингук все пытался привлечь его внимание, чтобы показать свою обгоревшую на солнце кожу. Забавно было то, что когда Тэхён захотел узнать, какая комната в доме лучшая, Чингук первым сказал, что им не стоит ему об этом рассказывать. Даже когда Чимин чуть было не выдал, что лучшая комната находится наверху, Чингук быстро его остановил. Но именно здесь начинает казаться, что Чингук очень скучает по Тэхёну. Потому что, когда Тэхён наконец принес свой чемодан и выбрал комнату, Чингук быстро начал намекать Тэхёну, чтобы тот выбрал ту же комнату, что и он. Намджун сказал Тэхёну выбрать комнату, которая ему больше всего нравится, а затем Чингук объяснил, что дверь справа – это ванная, и Тэхён может выбрать другую дверь. Затем Хобби и Намджун сказали ему, что в комнатах наверху и внизу есть отдельные ванные комнаты, а в задней комнате нужно пользоваться общей ванной. Тогда Чингук усугубил ситуацию, заявив, что общая ванная комната предназначена только для Намджуна и Хобби, добавив при этом фразу «не для нас», как бы намекая, что выбранная им комната уже занята двумя людьми. Тэхён, похоже, это понял. Он даже еще раз убедился, указав на нужную комнату. Забавно, но в субтитрах шоу было написано «Чингук не умеет лгать». Чингук продолжал уверять Тэхёна, что комната действительно рассчитана на двоих, пока Тэхён наконец не выбрал ее. Намджун начал смеяться, не веря своим глазам, наблюдая за поведением Чингука. Чингук смущенно посмотрел на него, понимая, что все раскусили его скрытые намерения. Намджун даже напомнил ему,
что сам Чингук ранее говорил ему не рассказывать Тэхёну о лучшей комнате. Когда его план был раскрыт, Чингук мог только заикаться и опускать голову от стыда. Когда Тэхён наконец вошел в комнату, Хобби и Намджун открыто поздравили Чингука с достижением цели. Чингук тут же запаниковал и громко крикнул «нет», но все продолжали его дразнить. После того, как Тэхён устроился в комнате, Чингук, казалось, не хотел от него отходить. Когда Тэхён нашел в шкафу дополнительное одеяло, Чингук внезапно заинтересовался и спросил, есть ли там еще одно, хотя он спал в этой комнате уже несколько дней. Затем Чингук сделал вид, что нюхает одеяло, которое Тэхён только что достал, и сказал, что то, которым он пользовался, странно пахнет, после чего тут же выбросил его. Тэхён посмеялся над тем, как очевидно Чингук вел себя с самого приезда. Но Чингуку, похоже, было все равно, лишь бы он мог делить кровать и одеяло с Тэхёном. Даже когда он сделал то же самое с подушкой, стало еще яснее, что Чингук скучал по Тэхёну с самого начала. Еще одна история, которая больше всего шокировала фанатов, была рассказана самим Тэхёном. 20 июля 2024 года Тэхён опубликовал фотографию с Чингуком и сказал, что Чингук настолько красив, что он мог бы убить его. Некоторое время спустя Тэхён опубликовал еще одну фотографию с Чингуком и их телохранителем, сказав Чингуку, что он на Гавайях и скучает по нему. Удивительно, но Чингук тут же сел на 9-часовый рейс из Кореи на Гавайи только потому, что Тэхён попросил его поехать. Хотя многие сочли это немного чрезмерным, это все же показало, что Чингук готов на все, чтобы Тэхён чувствовал себя менее одиноким. Шоу «Are you sure?». Чингук также неоднократно демонстрировал, что его мысли постоянно возвращались к Тэхёну. Когда они играли в воде, и Чингук сказал, что им было весело, он вдруг добавил, что хотел бы, чтобы Тэхён поехал с ними. Казалось, что Тэхён все это время был у него в мыслях. Когда Тэхён появился и увидел их издалека, Чингук тут же взволнованно окликнул его, показывая, как им весело, надеясь, что Тэхён присоединится. Однако Тэхён вежливо отказался, и Чингук выглядел разочарованным, продолжая говорить о внешности и прическе Тэхёна. В шоу «Bon Voyage», когда Тэхён подошел к фургону, и камера показала, как он входит в него, Чингук первым спросил, куда делся Тэхён. Джин объяснил, что Тэхён вошел в фургон. В тот момент выражение лица Чингука выглядело так, будто он скучает по кому-то еще. Позже, когда участники уже собирались спать и поняли, что Тэхёна нет, Чимин вошел в фургон, чтобы проверить, на месте ли он. Чингук нетерпеливо ждал, когда откроется дверь, и все время просил Чимина впустить его. Наконец, Джин, Чимин и Чингук вошли вместе. Чимин сказал, что Тэхён уснул. После небольшого тихого разговора, чтобы не разбудить его, Джин и Чимин вышли из фургона. Однако Чингук остался внутри с Тэхёном, пока остальные были снаружи. Никто не задавался вопросом, почему Чингук остался там один. В программе «Ты уверен?». Чингук также внезапно вспомнил прямой эфир с Тэхёном от 29 ноября 2021 года. Когда Чимин сказал, что очень скучает по Тэхёну, Чингук тут же достал телефон и позвонил по видеосвязи. Хотя Тэхён работал на фотосессии, как только звонок соединился, они сразу же улыбнулись друг другу, как будто давно не виделись. Тэхён спросил, где они находятся в Нью-Йорке, а Чингук продолжал показывать окрестности через камеру. Когда Тэхён забеспокоился, что Чингук едет на мотоцикле в другой стране, Чингук в шутку намеренно повесил трубку и громко рассмеялся. Но через несколько мгновений Чингук сказал, что Тэхён тут же отправил ему гневное сообщение, потому что он так легко повесил трубку. Чингук и Чимин вместе смеялись, читая сообщение. Самым милым было то, что Чингук сразу же сказал, что Тэхён очень милый, и отправил ему множество сообщений «Я люблю тебя». 5 августа 2023 года, после выступления на концерте Юнги, Чингук во время прямой трансляции смотрел клип Тэхёна «Зимний медведь». Как только Тэхён появился на экране, Чингук тут же остановился, и его глаза загорелись.
Его реакция заставила многих почувствовать, что он очень скучал по Тэхёну в то время. Еще в 2016 году, когда Тэхён снимался в шоу со своим лучшим другом Мин Дже, Чингук позвонил ему около 3 часов утра. Тэхён был удивлен звонку, когда Чингук спросил его, что он делает и когда будет дома. Хотя Чингук не был тем человеком, который часто звонит или отправляет сообщения. Этот простой поступок показал, что Чингук действительно очень волновался за Тэхёна и, вероятно, ждал его возвращения домой. Еще один момент произошел, когда Чингук вернулся в Корею 21 ноября 2021 года после выступления на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре. Вскоре после приземления он сразу же встретился с Тэхёном, чтобы записать видео для челленджа Run BTS. Многие фанаты считают, что видео было снято в частном порядке только ими двумя, без участия съемочной группы. Предполагается, что местом съемки стала роскошная вилла отеля Парадиси отель недалеко от аэропорта Инчхон. Это место известно своей эксклюзивностью и дороговизной. Но больше всего фанатов впечатлило то, что Чингук и Тэхён, похоже, не хотели терять время на встречу после столь долгой разлуки. Все эти события заставили многих поверить, что Чингук всегда по-своему выражал свою тоску по Тэхёну. Возможно, Чингук не из тех, кто часто выражает свои чувства словами, но его маленькие жесты, постоянное внимание к Тэхёну и то, как он ищет Тэхёна, даже когда они врозь, все это очень ясно для многих фанатов. И хотя есть люди, которые не хотят видеть близость между Тэхёном и Чингуком, все же есть множество моментов, когда они демонстрируют ее публике. Конечно, не все должны верить в одно и то же, но все эти случаи – причина, по которой многие фанаты считают их отношения по-настоящему особенными. Большое спасибо за просмотр этого видео до конца. Я также хотела сообщить вам, что у меня теперь есть личный аккаунт в TikTok, где я буду быстрее выкладывать различные видео и новости о Тэкуке. Поскольку создание длинных видео здесь занимает больше времени, чем создание коротких видео в TikTok, я решил открыть аккаунт, чтобы чаще делиться с вами новостями. Спасибо за все ваши комментарии и поддержку. До встречи в следующем видео Тэкука.